Всем привет, дорогие друзья! Сегодня готовлю праздничные сырные хинкали или мешочки с семгой. Это простая, но очень красивая закуска, которая украсит любой праздничный стол. Готовятся они всего за 10 минут, а выглядят великолепно. Идеально подойдут для новогоднего или любого праздничного стола. Гости точно удивятся, как вы это сделали. Для приготовления закуски мне понадобится в первую очередь подготовлю сыр. Я использую вот такой сыр проволоны, он очень хорошо плавится. Можно использовать сыр моцарелла или сулугуни. Также подойдет молодая гауда. В кастрюльке я подогрела воду, примерно где-то до градусов 60. Я опускаю палец, мне горячо, но я могу его держать там. Опускаю сюда сыр и оставляю примерно минут на 10, чтобы он стал мягким. Я тем временем готовлю начинку. Здесь у меня уже порезанная слабосоленая семга. Добавляю пару ложек сыра Филадельфия. Мелко порежу небольшой пучок укропа. На мелкой терке натираю немного цедры лимона. Конечно же, снимаем только верхнюю желтую часть. И также добавлю небольшой зубчик чеснока. Ну и теперь хорошо все перемешиваю. Вот такая очень вкусная начинка получилась. По желанию можно еще добавить немного черного перца. Сыр уже расплавился. Посмотрите, какой он стал мягкий. Вот его можно в руках лепить просто как тесто. Стряхиваем лишнюю воду и перекладываю вот этот кусочек мягкого сыра на пергаментную бумагу. Накрываю сверху вторым куском пергамента и скалкой раскатываю в пласт. Я это делаю просто вот так, скалкой, как бы вытягиваю сыр. Точно так же я подготавливаю сыр для сырных рулетов. Вот видите, получается вот такой тонкий пласт толщиной примерно 2-3 мм. Убираю пергаментную бумагу и вот такой выемкой диаметром 3 см вырезаю кружочки. Вот эти остатки сыра я собираю и снова их немного подплавлю. Обращаюсь с этим сыром как с тестом. Пока сыр мягкий, можно его опять-таки раскатать. Даже можно сильно и не прогревать второй раз. Либо, если вы не хотите использовать остатки сыра, можно его не разогревать, а отправить в холодильник. Получится просто вот такой кусочек сыра, который вы потом спокойно можете использовать в других блюдах. И теперь формирую закуску. Выкладываю на середину начинку и собираю все вот такой мешочек, как хинкали. Делаем вот такие защипы. Получается вот такой сырный хинкали. Очень симпатичный. Эти мешочки даже в принципе и завязывать не надо, они хорошо держат форму. А когда они постоят в холодильнике, они вообще будут очень хорошо держать форму. Сыр застынет, собираю гармошкой, как обычные хинкали. Если хотите, можно даже серединку сильно так вот не защипывать, чтобы смотрелось вот так аппетитно. И таким образом формирую все сырные мешочки. Вкладываю всю в гармошечку и поджимаю. Я, как всегда, хочу начинки выложить побольше, но главное здесь не переусердствовать, чтобы мешочек хорошо скрепился. Конечно, надо постараться сделать мешочки, пока сыр не остыл, пока он теплый и вот такой податливый. По желанию на каждый мешочек можно еще выложить немного икры. Конечно, у меня это не настоящая черная икра, но смотрится она великолепно. Ну и также я украшу еще небольшими веточками укропа. И это у меня просто завитушки из красного болгарского перца. Такая закуска очень хорошо стоит в холодильнике. Но, конечно, украшайте ее перед подачей к столу. Семга в сырном мешочке всегда красиво, празднично и нежно.